Всем привет! Рада вам представить новую рубрику, где я совместила два своих увлечения – турецкие сериалы и астрология. Первый выпуск посвящен Бураку Özçivit'у. Так как он один из самых ярких и известных турецких актеров не только в Турции, но и за ее пределами, хотелось разобраться, что в его гороскопе дает ему эту энергию и удачу. Актер родился 24 декабря 1984 году в Стамбуле. Точного времени рождения мы не знаем, поэтому мы сможем построить только космограмму и не сможем посмотреть отдельно разбивку по домам, то есть по сферам жизни. Давайте посмотрим в общем. Итак, Солнце актера находится в знаке Козерог. При этом Солнце в соединении с Нептуном. Этот аспект Солнца с Нептуном говорит о большом творческом потенциале, обаянии и богатом воображении. Это отличный аспект для актера, лучше и не придумаешь. В негативном ключе такой аспект может давать отрыв от реальности. Человек может осознанно закрывать глаза на происходящее вокруг и жить в своих иллюзиях. Может быть склонность к вредным привычкам, которые помогают уйти от реальности. Поэтому роль актера очень хорошо компенсирует этот аспект. Само Солнце в Козероге дает выдержку, терпение, настойчивость и честолюбие. Люди Козероги очень волевые, поэтому обычно добиваются того, чего хотят. Козероги хорошо ладят со своими партнерами, но часто предпочитают оставаться наедине. Им надо свободное личное пространство. К негативным чертам можно отнести педантизм и критику. Эти люди часто критикуют своих близких, не щадя ни их, ни себя. Еще один аспект Солнца – это секстиль к Плутону. Люди, в чьих картах рождения имеется секстиль Солнца и Плутона, привлекают внимание окружающих тем, что обладают огромной внутренней силой, мощной энергетикой и магнетизмом. Такой аспект дает им много возможностей. Следующая планета – Меркурий, планета ума. Меркурий у Бурака Özçivit'а в Стрельце и Меркурий ретроградный в натальной карте. К тому же в соединении с Ураном. Люди с Меркурием в Стрельце имеют силу убеждения. Они склонны к оптимизму, к красивым речам. У них талант к иностранным языкам, могут обучаться за рубежом. Мы можем наблюдать, что в жизни актера много бизнес-контрактов с иностранными партнерами. Вот тут и проигрывается его способность взаимодействия с иностранцами и выстраивать с ними деловые отношения. Ретроградный Меркурий говорит о неординарных мыслях. К тому же у Бурака Özçivit'а ретро-Меркурий еще и в соединении с Ураном. Это дает быстрый неординарный ум, способность принимать неожиданные решения, оригинальное чувство юмора, легкость развития ума, обучение, мышление, развитая интуиция и проницаемость. Кстати, такое же соединение в карте Киану Ривза и Леонардо Ди Каприо. Следующая планета в карте актера – Венера. Венера у него в Водолее. Водолей – это самый свободолюбивый знак, поэтому люди с Венерой в Водолее ненавидят однообразие. Они выбирают партнеров, которые помогут им в саморазвитии. Они творческие, эксцентричные и открытые. Тех, у кого Венера в Водолее, нельзя ограничивать, не стоит ревновать и чрезмерно баловать. В негативном варианте может проигрываться как склонность к изменам. Хорошо, что у Бурака Özçivit'а есть разные сериальные жены, поэтому это тоже может работать как компенсаторика, и в реальной семье таких проблем может не быть. Марс у него тоже в Водолее, как и Венера. Личные планеты в этом знаке еще могут говорить о частых переменах в настроении. Марс в Водолее наделяет интуицией в чрезвычайных ситуациях. Человек с таким Марсом – командный игрок, а не одиночка. Он любит общение, но при этом гнет всегда свою точку зрения. Отрицательной стороной Марса может быть слишком агрессивный и вспыльчивый характер. Марс делает аспект секстиль на Солнце и Нептун. Марс — это действие, импульс, который усиливает все те качества, что я уже говорила про Нептун в соединении с Солнцем. Про его творческий потенциал, упорство, богатую фантазию и воображение. Иногда обладатели такого секстиля слишком агрессивно реагируют на критику, затаив обиду и искусно мстят недоброжелателям. Важно отказываться от закулисных игр, лжи и очернения конкурентов в достижении цели. В карте Бурака есть аспект еще тригон Марс-Плутон. Этот аспект обладает мощной волей и умением обновлять свою жизнь. Главные дары аспекта – развитая воля и умение трансформировать негативные эмоции и события в позитивную энергию через активные действия. Дальше мы рассмотрим медленные планеты. Они долгое время находятся в одних знаках, поэтому под эти описания попадают люди целого поколения. Поэтому я дам короткие общие описания. Юпитер в Козероге. Люди с Юпитером в Козероге привлекают мощной силой, сдерживаемой дисциплинарным разумом и острым интеллектом. В этом знаке Юпитер слабый, он в падении, поэтому человек должен прилагать усилия и не ждать, что удача сама упадет ему на голову. Сатурн в Скорпионе.
Люди с таким Сатурном излишне строги и требовательны как к себе, так и к другим. Это амбициозная позиция для Сатурна, потому что эта планета, как и Скорпион, любит контролировать других. Эти люди – кризис-менеджеры, способные быстро и правильно реагировать в форс-мажорных ситуациях. В карте Бурака есть аспект Юпитер-секстиль-Сатурн. Секстиль Сатурна с Юпитером в натальной карте указывает на оптимистичный подход к жизни и способность видеть возможности даже в трудных ситуациях. Человек обычно способен достичь успеха благодаря своей практичности и умению использовать ресурсы. Такое положение помогает ему развивать свой потенциал и прогрессировать в различных сферах жизни. Уран в Стрельце. Такой Уран дает личности неугомонный исследовательский талант, стремление учиться и учить новому. Напомню, что там же еще и Меркурий находится у него в соединении. Важным преимуществом есть энергичность и активность. Такому человеку сложно усидеть на одном месте. Еще одним преимуществом личности есть чувство юмора. Неудивительно, что общение с человеком приносит огромное удовольствие. К тому же человек, у кого в карте такой Уран, он оптимист. Нептун в Козероге дает людям решимость и способность концентрироваться, однако это может погубить их типичную для Козерога рациональность. Нептун немножко размывает качество Козерога, но при этом качество Козерога немного дисциплинирует Нептун. То есть это контроль над своими чувствами, подверженность социальным нормам и правилам в ущерб себе. Плутон в Скорпионе. Плутон в Скорпионе находится в наиболее сильном положении, поскольку это знак его владения. Это про яркую сексуальность, это про магнетизм, про умение влиять на массы и про склонность к мистическому мышлению. Вот такой разбор карты. Видим, что много гармоничных аспектов способствовало успешной карьере актера, но при этом мы видим, что он упорно трудился, чтобы этого достичь. Есть намеки на непростой характер. Возможно, Бурак Ощевит довольно вспыльчивый человек, с частыми перепадами настроения. Но при этом у него яркий ум и хорошее чувство юмора. Про какого актера снять следующее видео? Как бы вы хотели? Напишите в комментариях. С вами была Инна, спасибо за просмотр. Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое интересное. Пока-пока. Hepinizi filmimize bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Buna teşekkür edeyim ve aynı zamanda